Путин не прочь захвата Армении и Казахстана, Берлин считает резервистов, а армия РФ сбрасывает на российские города авиабомбы. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Президент Латвии говорит, что Путин собирается восстановить империю, захватив страны Балтии, Центральной Азии и земли Кавказа. Польша отправляет к границе с Белоруссией дополнительные военные силы и заявляет о масштабных атаках на страну со стороны режима Лукашенко и Путина. Все чаще происходят бандитские нападения. Нападения агрессии на польских солдат. Федеральные каналы России не против нацистской идеологии. Кем люди Путина считают украинцев? Я буду настаивать на том, что эти люди, к сожалению, люди второго сорта, коль скоро их вполне устраивает. Доброе утро, друзья! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. И также оставляйте свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас. Начинаем. Путин планирует захват новых земель, если почувствует слабость или же поражение Украины. В этом уверен президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. По его словам, тогда Путин реализует свой дальнейший план по собирательству земель, и для себя он уже определил цели, цитирует Ринкевичса The Sun. Латвийский президент уверен, что Путин попытается рано или поздно напасть на страны Балтии, однако прежде он нацелится на Молдову, земли Кавказа и страны Центральной Азии. В целом речь идет об Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане. Все эти страны названы потенциальными целями российского диктатора, который хочет создать новую империю, пишет The Sun. При этом в Риге не считают, что существует неминуемая угроза вторжения РФ в Латвию в ближайшие годы. А все потому, что Латвия является страной-членом НАТО. Германии необходимо поторопиться с подготовкой к обороне и привлечь к службе сотни тысяч резервистов. О том, что должен делать Берлин, заявила глава комитета по вопросам обороны Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Она, в частности, назвала Россию угрозой для безопасности Германии и посчитала, что 900 тысяч резервистов должны быть готовы к любому сценарию. Штрак-Циммерман также недовольна тем, что в Бундесвере годами не регистрировали солдат, которые ушли с активной службы в резерв. Если бы мы могли привлечь хотя бы половину из них в качестве резервистов с их соответствующими знаниями, это было бы невероятным достоянием. Путин готовит свой народ к войне и настраивает его против Запада, поэтому мы должны стать способными к обороне как можно скорее. Россия, которая стала автором нарратива «ВСУ 8 лет бомбили Донбасс», теперь бомбит Белгород и, увы, не только. С 1 марта по 1 июня российские войска сбросили не менее 78 авиабомб, в частности на приграничную Украине Белгородскую область и некоторые оккупированные территории. Такую статистику приводит Астра. Лишь в последние дни в Белгородской области, которую на конкурсе МЧС России признали безопасной, нашли 3 авиабомбы ФАБ-250. Издание уточняет, что одну нашли в районе села Ближнее, вторую в районе Красной Поляны и третью в селе Чайки. Военные аналитики уверены, что и обрушение целого подъезда белгородской многоэтажки – это результат падения одной из авиабомб России. Напомню, что российские снаряды с самолетов падали также и в Воронежской области. И в российском Минобороны называли эти инциденты, цитата, «нештатным сходом авиационных боеприпасов». Таким образом, всего за последние 3 месяца ВС РФ уронили на Белгородскую область и оккупированной территории 78 авиабомб. В их числе та самая недолетевшая до Харькова умная бомба УМПБ Д-30СН. В Украине растет количество заключенных, которые хотят отправиться воевать против российских оккупантов. В Министерстве юстиции говорят, что получили уже 4000 заявлений о тех, кто хочет попасть в ряды ВСУ. И уже более 500 вышли из тюрем и сейчас проходят военное обучение. Кроме того, министр юстиции заявил, что между российскими и украинскими заключенными, которые отправляются на фронт, есть большая разница. В РФ заключенные делают это фактически принудительно, а в Украине добровольно и с патриотической целью. Денис Малюська заявил также, что для многих осужденных это шанс начать новую жизнь. Безумовно, вони злі на росіян, тому що, знаходячись в установах виконання покарань, далеко не завжди в них є можливість ховатися
і забезпечити свою безпеку під час ракетних атак. Фізично часто це неможливо. Відповідно, всі ці переживання бути в закритому приміщенні, ризикувати життям і розуміти, що ти не можеш цим нічим діяти, там злість накопичилась така, що мало не здасться. А відповідно, це теж емоційний фактор, який грає важливу роль, якого немає в росіян. А друге важливе – це те, що в нас не парамілітарне утворення. Ми набираємо до лав Збройних сил офіційно, як і інших солдатів, з соціальним забезпеченням, гарантіями, повагою, статусом. Тобто це цілком офіційна служба в Збройних силах. Режим Лукашенко продолжает нагнетать ситуацию на границе с Польшей. Из Беларуси в Европу вновь пытаются прорваться десятки нелегальных мигрантов. В Варшаве заявляют, что лишь за последние пару дней мая зафиксировали 310 попыток проникнуть на территорию ЕС. Видео того, что происходит на польско-белорусской границе, появилось в сети. Польские пограничники пытаются остановить натиск мигрантов, которые бросают камни и палки в сторону польских правоохранителей. Поляки же отвечают слезоточивым газом. Давай с тем газом тут, эй, тут! Тем временем в Варшаве заявили, что уже с 4 июня на определенных участках польско-белорусской границы появятся специальные буферные зоны. К такому решению пришли после того, как один из мигрантов ранил польского правоохранителя, нападающий прикрепил нож к палке и таким копьем ударил поляка. Сейчас же к границе отправили дополнительные военные силы. На протяжении нескольких месяцев на границе мы наблюдаем интенсивность и попытки пересечения границы людьми, которые ни в коем случае не хотят получить убежище, а являются инструментом в руках спецслужб, служб Белоруссии, Российской Федерации. Потому что у подавляющего большинства из них только российские визы. Все чаще происходят бандитские нападения. Нападения агрессии на польских солдат, на пограничников, на полицейских, охраняющих польскую границу. Они являются недопустимыми. Россиянам уже в открытую вбивают в головы нарративы нацистской расовой идеологии. К тому же происходит это благодаря шоу на федеральных каналах. Член команды Путина Артамонов, называющий себя доктором социальных наук и военным экспертом, назвал украинцев людьми второго сорта, что в свою очередь ободрило даже тех, кто был в студии. И эти заявления назвали фашистскими. Я очень невысокого мнения об украинцах, потому что я не вижу, чтобы они восставали, что-то такое делали. У меня к ним отношение гораздо ниже, чем к русским, потому что я не вижу никаких восстаний, никакого возмущения. Я буду настаивать на том, что эти люди, к сожалению, люди второго сорта, коль скоро их вполне устраивает, то, что их детей разбирают на органы, то, что их жен отправляют в лупанары, то, что их самих отправляют на фронт. Вот эти вот словосочетания «второй сорт» – это фашизм. От унтерменьше, übermenьше и применять это на федеральных каналах. Это никак не фашизм, нет, это отнюдь не фашизм, я категорически применять протестую. На федеральных каналах это совсем другое. Данные о представителях режима Лукашенко и Путина, которые причастны к депортации украинских детей, теперь доступны каждому. Главное управление разведки Минобороны Украины запустило проект «Похитители детей». На специально созданном сайте можно пофамильно найти тех, кто участвует в незаконной депортации и перевоспитании детей с оккупированных территорий Украины. И там же опубликованы официальные документы белорусской и российской стороны, которые подтверждают незаконные действия режимов. На сайте ГУР уточняют, что РФ похитила 20 тысяч детей. Это лишь официальные данные. Используйте данные портала для скорейшего открытия и проведения расследований и привлечения виновных к ответственности. Бойкотируйте образовательные и культурные сообщества агрессора, которые стали соучастниками культурного геноцида. Кроме того, на сайте можно будет найти информацию о тех, кто участвовал в вывозе культурных ценностей из Украины после оккупации земель. Речь идет в том числе о разворовывании украинских музеев. А также на портале появится информация о практически 3000 иностранных компонентах, которые были найдены в оружии РФ, Ирана и КНДР.
Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, отправляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.